Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа в Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман «Манас в прозе» на кыргызском языке. Затем я перевел это свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, может там приобрести мои произведения. Сейчас я работаю на второй части трилогии «Семетеи». Мною закончен первый том, и сейчас идет работа над вторым томом данной части трилогии. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Шигиты», – взволнованно произнес Алокия, – «вы сами видели, как Манас отправил на тот свет богатыря Илангу. Теперь вы понимаете, если кто-то пойдет против него, то не останется в живых. От этого не выйдет никакого толка». Услышав это, богатыря остались крайне недовольны. «Как мы, 400 богатырей, не сможем одолеть одного человека?» – стали шептаться они между собой. Заметив их настрой, Алокия печально покачал головой. «Богатыри, пусть у вас в душе не останется никакого осадка», – произнес он. «Я понимаю, что вы не верите мне. Тогда испытайте себя. Если уверены в том, что сумеете одолеть Манаса, попытайтесь его схватить. Но если не сможете этого сделать, станете виновниками того, что китайцы будут полностью истреблены, а ваш хан изложен». Резко взглянув на Алокия, богатыри поняли, что из-за ложной гордыни могут разделить печальную участь Илангу, поэтому мгновенно замолчали и опустили головы. «Вы все мои дети», – продолжил свою речь в наступившей тишине Алокия. «Я не хочу вашей напрасной смерти. В нынешних обстоятельствах нам необходимо действовать, исходя из собственных сил и возможностей. Отдадим кыргызам Боке, Абыше и не станем с ними сражаться. Если вы так храбры, то отомстите Манасу потом. Сейчас для нас главное, чтобы мы все остались в целости и сохранности. Покоримся ему, примем его подданство и уйдем в сторону Уркуна. Дойдем до окраин Какана и Каспана. Только после этого начнем строить свои планы на будущее. Пока покоримся судьбе и признаем победу Манаса». И этими словами хан Алокия успокоил своих подданных, крайне взбудораженных и намеревавшихся сразиться с кыргызами до последней капли крови. Отдав Абыше, Боке, Манасу, избежав кровопролития, не дав разгромить народ, не посрамив себя в бесславной борьбе, проявив величие, Алокия таким образом исправил положение. Добившись полной победы, кыргызы взяли у калмаков зерно, накормили им своих скакунов, на 6 месяцев устроились на отдых. Возвратив город Андижан, сыновей Алашей, они совсем не притесняли калмаков, китайцев и справедливо относились к ним. Но, испугавшись Манаса, местное население смогло остаться в Андижане. Они постепенно начали покидать город, навьючив на волы лошадей, коров, скарб, таща за собой плачущих детей и еле волочивших ногу стариков. Земля человеку, как мать родная, поэтому при побеге проливали горькие слезы дети, ревели, как верблюды, старики. До истечения года в Андижане не осталось ни одного калмака, хана Алокия. Все они сбежали от сурового вида Манаса. Кыргызы, десятки лет терпевшие на своей земле учения и страдания,
очень обрадовались, что жестокие враги ушли с их земли. Благодаря героизму Манаса казахи, киргизы получили свободу. На их долю с Божьей помощью выпало такое счастье, а на шею Алоке лег несмываемый позор и преступление. Разве это не позор, не преступление, если он упустил из рук своей земли и подданных? Глава 6. Как Манас одолел хана Шорука, взял дар его дочку Аклаю. Хан Шорук, сын Кизика, он из племени Маймуна, как и большинство его подданных. Во время описываемых событий хан проживал со своим народом на южной окраине Алая, в местности Кундусталкан, в городе Кубаик, в степи Ташкотон. Хотя его подданные очень многочисленные и богаты, но в ханстве мало городов, а земли в основном песчаные, горы скалистые. Здесь также проживает народ Колча, который близок к кыргызам. Когда кыргызы из Алтая взяли Анжиран, не знавший об отваге Манаса Шорук повел себя высокомерно и безрассудно. Это что за бродячий народ? Зло сквозь зубы процедил рослый, длиннобородый, 58-летний хан. Видимо, это традиция каракыргызов все время убегать от кого-то. Ну, что я другое могу сказать об этих возгордившихся кыргызах, ни у кого не спросив разрешения, пустивших свои табуны по моей земле, ни в кровь не ставя ни мой народ, ни других. Вы правы, мой хан, поддержал его слова Куйоныш, маленький, рыжий, толстый колдун. Видать, кыргызы хотят от нас получить по зубам, завладев нашими пастбищами. Они в недобрый час валились к нам из востока, из Алтая. В том, что кыргызы так оборзели, есть и моя вина, горестно покачал головой Шорук. Я целый год не обращал на них никакого внимания, позволив им поселиться в моих владениях. Из-за того, что я никак не реагировал, буруты осмелели. Мне не остается ничего другого, кроме как придушить этих подлецов, а не сумевших спокойно жить на своей земле, в городе Алтыншаар. Они самовольно кочуют по моей земле, как будто я хуже них. А их пастухи ведут себя так, что не дают поднять голову моему народу. Вы правы, произнес Куйоныш. Мы должны проучить бурутов. Наш народ состоит из 80 племен и имеет 800 отважных богатырей. Когда враг окружил, негоже нам лежать молча. Кыргызы всем надоели до смерти, произнес рослый, скуластый, белокурый колдун. Я вообще не могу понять, что это за народ? Это верно, колдун, ответил хан. Кыргызы в эти дни не оставили на полях для откорма скотины ни одной травинки, опустошили зерновые базары и вызвали переполох среди народа. Поэтому я хочу, пока они не пришли, уничтожить их. Если пустить бурутов вовнутрь, можем оказаться в какой-нибудь беде. Если вы предпримете эти шаги, то еще раз докажете свою мудрость, повелитель. Низко поклонился хану Кемер. Ты погляди на этих выскочив бурутов, так храбро вступивших на мою землю. А еще больше разозлился Шорук, восседавший на золотом троне. Я устрою пир на весь мир, когда полностью уничтожу этих наглецов. Я отберу у них лошадей. Тогда посмотрим, какие они храбрецы. И эти сбежавшие из Китая подлецы. Я прогоню их, не дам им здесь осесть, не позволю приблизиться к долине Кенера и полностью разгромлю их. Если так поступите,
весь народ будет вами доволен, льстиво ответил Куёныш. Я соберу воинов, установлю среди них железный порядок и полностью уничтожим напросившихся на это кыргызов. Прогоню их подальше от Кызыла, и только тогда успокоюсь. Заберу весь их скарб, заставлю плакать кровавыми слезами. Прогнав через горы, я вытесню бурутов в сторону Алтая. Очень мудрое решение, обрадовался Куёныш. Мы нападем на кыргызов, уничтожим их, превратим жен и дочерей Алашеева в рабынь, а их самих в рабов. Остальных прогоним в Андижан и Кашгар. Разгромим их, истребив до единого. Дадим бурутам хороший урок, чтобы они во второй раз на нас не полезли. Я ничего не имею против этого, широко улыбнулся Шорох. Поэтому немедленно собирайте воинов. Согласно его приказу, войска начали подготовку к битве с кыргызом. Среди его подданных имеется племя Татала. Они проживают в местности Кинжут. Татала ездят на краснохвостых, красных верблюдах вместо лошадей и добывают себе пропитание их откормом. Отогнав верблюдов зимой в горы, Татала не идут затем за ними. Верблюды, находя подножный корм, самостоятельно заботятся о своем выживании и таким образом размножаются. На востоке от них, в горах Ималая, проживает несколько племен, входящих в число подданных Шороха. Этим племенам хан отправил весть о прибытии кыргызов. По его приказу во дворец явились 290 тысяч воинов. Среди них находились богатырь Чечендер, силач Култукан и колдун Куёныш Кеймен. Эта несметная рать через провал Чаталак, включив в свой состав различные племена с развивающимися красными знаменами Шороха, под грохот барабанов, свист флейт и завывание труб, отправились навстречу кыргызам. В ней находятся кыргызы, кипчаки, входившие в подданство хана Шороха, населявшие горы калмаки и монголы, иудеи и тарса, многочисленные калча, инди и сиябы, шанкай, джиджигеры, катаганы и теиты. У них были разные языки, из-за чего, не понимая друг друга, не в состоянии объясниться, они со всеми измучились. У собравшего такое большое войско Шороха 5 детей, 3 мальчика и 2 девочки. Старшая из детей 16-летняя Аклая. Она настоящая красавица. У девушки длинные черные волосы, загнутые черные брови, мелкие зубы и прозрачная кожа. Имея руки, как серебряные провода, осиную талию, огромные сияющие глаза, сладкие, как сахар, слова, Аклай способна понравиться любому человеку. Отправив войска против кыргызов, решив последовать за ними на следующий день, Шорох остался дома. Когда он раздумывал о предстоящих делах, к нему зашла Аклай. «Что тебе надо, доченька?» – ласково спросил нее хан. «Папа, почему-то меня охватил страх», – ответила она. «Мне ночью приснился очень странный сон». «Что за сон?» «Мне приснилось, что с севера к нам пришла огромная сель. Затем обвалилась земля и пронесся страшный ураган». «Что из этого следует, отец? Не иди против монаха». «Что ты такое говоришь?» – удивился хан. «С какой стати я должен бояться каких-то бродячих бурутов?» «Не стоит тебе говорить о них так высокомерно. Кыргызы очень сильный народ». Во сне я пригляделась к селю и обнаружила, что она состоит только из черного ила. От сели никто не смог спастись.
Я тоже угодила под нее, плавая на ее поверхности. Обессилев, я потеряла надежду на спасение. С огромным трудом мне удалось добраться до Чинары золотыми листьями. Забравшись на ее вершину, я спасла свою жизнь. Что было потом? Когда я сидела на ветке Чинары, ты подплыл ко мне. Мы вдвоем уселись и стали ждать окончания селя. А внизу творился настоящий ужас, будто настал конец света. В разъяренном, грозном потоке сели погиб весь наш народ. В испуге проснувшись, я впала в отчаяние. Отец, нападая на кыргызов, называя их пришельцами из Алтая, беженцами из Кангая, как бы тебе не лишиться трона? Что за глупости болтает дочь, зло подумал хан. Почему она мне показывает свой характер, будучи еще ребенком? Ишь ты, как она поучает меня. Отец, не трогай кыргызов, иначе лишишься трона. Почему я не должен идти против них? С какой стати я должен лишиться трона? Какой же я хан, если буду бояться каких-то бродячих ублюдков? Нет, доченька, я не такой глупец, как ты. Алтайские кыргызы во главе с Манасом, Бакаем и Жаком будут полностью истреблены и включены в мое подданство. Всех, кто не покорится, я уничтожу. Тем самым преподам кыргызам урок на века. Никто из них после этого не посмеет прийти к нам. Глупенькая это моя. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.